Спасибо вам огромное за приглашение. Я всю свою жизнь езжу мимо и все время любуюсь этим домом и думаю, ну, наступит тот момент, когда я окажусь внутри. Думаю, я так примерно лет 30. Кстати, 30 лет назад можно было сюда попасть? Нет. Вы знаете, вы не смогли бы 30 лет назад прийти сюда, потому что этот дом находился на реставрации. И открылся он для посещения только в 2009 году. А до этого 20 лет его реставрировали. С 1989 года, с 1987 года этот особняк был передан Российской государственной, тогда юношеской библиотеке. Ее возглавлял совершенно потрясающий директор Ирина Викторовна Бахмутская, участница Великой Отечественной войны, депутат Моссовета и районного совета Куйбышевского района, входившая в Министерство культуры Российской Федерации. Вот она вошла с таким предложением, что нужно спасать это здание. Надо сказать, что этот особняк к 1987 году уже был не в таком виде, в котором вы видите сейчас. Дело в том, что выселенные отсюда хозяева в 1918 году их сменили работники фабрики, бывшие их фабрики, работницы даже, можно сказать, их дети. И в этом здании стал находиться детский сад и ясли фабрики. Сначала она называлась Веденская фабрика, после Носовской, а потом уже стала называться с 1924 года фабрика «Освобожденный труд». И, собственно говоря, под этим названием она и просуществовала до 90-х годов. Вот. А сейчас на месте этой фабрики находится бизнес-парк Семеновский. Дело в том, что мы сейчас с вами попали в дом, который был построен в 1903 году. А до этого семья Носовых жила по соседству. Здесь такой рельеф необычный. Когда вы идете от Малой Семеновской, вы видите, с левой стороны находится холм. На этом холме стоит двухэтажный дом. Такой очень ординарной постройки. Такой, который обычно бывал в конце XIX века. И именно там жила вся семья Носовых. Но в 1902 году, женив своего сына, единственного наследника Василия Васильевича, на красавице и такой очень известной женщине Серебряного века Ефимии Павловне Носовой в девичестве Рябушинской, он не захотел оставаться в доме своего сына и рядом построил еще один дом. У него на руках оставалась еще незамужняя дочь. И, собственно говоря, этот дом он строил для себя и для своей незамужней 19-летней дочери. Мы у центрального входа, да, это так называемая прихожая. Здесь сохранились, мне сказали, что 2/3 крючков подлинные. Да. Мы, находясь в этой прихожей, сразу видим 3 двери. Перед нами дверь находится напротив входа, это дверь в столовую. С правой стороны от меня находится дверь в комнату или в кабинет Василия Дмитриевича Носова. Это хозяин этого особняка. А с левой стороны гостиная, где и находится выставка, посвященная семье Носовых. И там мы будем с ней знакомиться. Вот это стекло витражное, да? Это стекло, эта техника называется мороз. На основу наносится столярный клей, он разрывает стекло в произвольном, поверхность стекла в произвольном рисунке, и оказывается такой морозный рисунок. Ведь Кекушев, проектируя этот дом, он проектирует, естественно, двери, а мебель. Мебель тоже была спроектирована. Во-первых, все ручки на этих дверях, и все полотнища дверей, и оконные переплеты, и паркет, и потолок. Вы видите, здесь нет никаких фигурных таких украшений, здесь только скромные тяги, но именно они придают такую торжественность этим помещениям. И изысканность. И изысканность. В каждом
в каждом помещении рисунок, геометрия этого рисунка будет разной. Вот перед нами, когда мы находимся в гостиной, прежде всего обращает на себя внимание это эркерное окно, за которым мы видим полукруглую террасу. Собственно говоря, две забежные ступеньки, которые ведут с двух сторон, расположенные на севере, северо-западе, они как раз и открывают вход в этот особняк. А на самом деле здесь несколько входов, но вот это главный. Из окна мы видим реку. Мы могли бы видеть с вами реку, если бы мы вернулись в 903 год, мы бы увидели реку Яузу, которую до тех пор еще не спрямили, она такая извилистая река. И именно она видна была из окон этого особняка. А с правой стороны находилась река Хапиловка. В то время она еще не была в трубе, как сейчас. И поэтому вот как бы две реки сливались друг с другом, и получался такой полуостров, на котором находился этот особняк, окруженный фруктовым садом. Почему, собственно говоря, этот особняк был построен в стиле модерн? Мы знаем, что Лев Николаевич Кекушев уже много строил в Москве до 903 года, строил здание в стиле модерн, и его называют пионером стиля модерн в Москве. Всегда говорят о Шехтеле, его знают значительно больше. Но, однако, первым построил в стиле модерн в Москве здание именно Кекушев. Так вот, когда пришло время строить этот особняк, Василий Дмитриевич нашел картинку в американском журнале, посмотрел на нее, это был такой загородный коттедж с островерхими крышами, напоминающий замок. И захотел построить такой, показал этот рисунок Кекушеву. Кекушев сделал прекрасную иллюстрацию, как он обычно, он был прекрасным рисовальщиком, делал он иллюстрацию, подали они в Московскую городскую управу проект этого дома, в основе которого было 3 разных великих прямоугольника. Ну и этот рисунок. Это было в феврале 1903 года. А в марте они подали уже совершенно другой проект. Тот, который мы видим сейчас, вот воплотившимся в этот особняк. Каким образом удалось убедить архитектору своего заказчика, что имеет смысл построить в стиле модерн, мы не знаем. Но до этого Кекушев уже работал с Носовым. И тут недалеко, на Бужениновской улице, находится бывшее административное здание, которое было построено в 1902 году Кекушевым. Так что с этим архитектором он уже встречался. У Льва Николаевича вообще была такая особенность, что со своими заказчиками он потом работал долго. Он находил те варианты, которые устраивали заказчика. Требования, которые предъявлял Василий Дмитриевич, это было прежде всего, чтобы это построено было быстро, чтобы это было в дереве, поскольку дерево, оно дает более здоровый дух. Здесь, ну и дешевле, конечно, хотя не сказать, что это было дешево. 200 тысяч, даже больше 200 тысяч тех царских рублей умножайте на 1000 и получите современную цену этого здания. Он находится на таком каменном полуподвале, и 2 этажа деревянные. Стены и все внутренняя отделка – это дуб. И вот мы с вами идем по полу. Этот пол был положен 120 лет назад. И в каждой комнате он разный, имеет разный рисунок. Это дубовый пол, вот сохранился, несмотря на то, что здесь были и детский сад, и женское общежитие, и НИИ «Шерсть»,
И библиотека – это тоже общедоступное место. Сохранились вентиляционные решетки в уголках. Да, сохранились вентиляционные решетки, сохранились батареи во многих местах. Вообще этот дом был построен в стиле модерн, который отличала красота и комфорт. В это время было уже центральное отопление, в это время была уже горячая и холодная вода, канализация, электричество, то есть все блага, которые могла предоставить цивилизация для человека, они были здесь реализованы. Итак, мы с вами посмотрим на семью Василия Дмитриевича. Хозяином этого дома являлся купец первой гильдии, потомственный почетный гражданин Василий Дмитриевич Носов, миллионщик, человек, который владел фабрикой, расположенной в Семеновском. И надо сказать, что это был потомок коренных москвичей. Во всяком случае, мы знаем до XVII века его предков. Они селились именно в Лефортове, они селились вокруг Елоховской церкви и на этой стороне Семеновской. Родоначальницей фабрики была Наталья Юдишна Носова. В 1829 году она основала такую фабрику в доме своих сыновей, где сами они ткали, сами они пряли, сами они красили. Жены их пришивали бахрому и продавали свои платки. Платки это были, да? Это были дродидамовые платки. Такого даже слова никто не знает, потому что это такое тонкое сукно с ворсом. Они были большие, и они были такие, теплые, они были теплые, они были дешевые. Такое есть еще мнение, что эти платки могли хорошо расходиться благодаря тому, что сами Носовы были старообрядцы. И могли эти платки, да, в старообрядческой общине распространяться. Неподалеку на Преображенке находится именно старообрядческий монастырь, и там беспоповцы. Возможно, поэтому, возможно, потому что они были дешевые, теплые, эти платки стали очень хорошо расходиться, и через некоторое время они уже смогли нанять себе работников. А надо сказать, что до этого, поработав на фабрике Ракова, сыновья научились этому ткацкому делу. Они получили дополнительные средства для того, чтобы нанять новых работников, и уже к 1940 году у них более 300 человек работало на их фабричке. От чего это произошло? Ну, как вы понимаете, без денег ничего не бывает. Кроме того, что они были работящими, они знали это ткацкое дело, они умели продавать. У них каждый брат занимался своим. Дмитрий Васильевич, он занимался красками. Иван Меньшой, он занимался продажами. Василий, он ездил по разным хозяйствам, высматривал хороших овец, а надо сказать, он был специалистом по шерсти. Таким образом, у них был амбар в центре города, там они продавали, и получилось так, что к 80-му году уже они стали торгово-промышленным товариществом братьев Носовых, и Василий Дмитриевич, женившись на дочери купца, тоже первой гильдии, Августе Дмитриевне Жучковой, он прикупает рядом со своим домом земли. Надо сказать, что у него было в это время уже достаточно много земли, на которой можно было построить не только дом, но можно было построить и фабрики. И эти фабрики сейчас, корпуса этих фабрик расположены вдоль Малой Семеновской улицы, вплоть до 9-й роты, до улицы 9-я рота.
И здесь, в этой комнате, мы расположили именно фотографии из семейного архива. Эта стена отдана детям Василия Дмитриевича. У него их было 7, 6 дочек и 1 сын. Вот. Мне кажется, секрет этого дома, я вас немножко позволю себе перебить, это вот эти фотографии, потому что сначала мы прошли по дому, а потом стали вглядываться в лица, потому что когда ты попадаешь в гости, и тем более в такой дом, ну, с непростой судьбой, как и все московские особняки, ты видишь эти улыбающиеся лица, ты видишь эту невероятную фотографию, да, где хозяин дома в окружении своих 6 дочек было, 6, да? да. А над ними он по-отечески смотрит на своих зятьев. Это фотография откуда? И эти фотографии нам дали потомки Василия Дмитриевича, Ольга Кирилловна, и она была внучкой Августы Васильевны, то есть вот единственной дочери, которая поселилась в этом доме. Да, во всех смыслах. Ну да, очень хороша. И Татьяны Васильевны. Они москвичи. Вообще сама семья после 18-го года, она распалась. В 18-м году, когда национализировали фабрики и выселили отсюда семью, 3 детей уехали за границу. Василий Васильевич, женатый на Ефимии Павловне Рябушинской, уехала Варвара, она была замужем за князем Янгалчевым, они уехали в Америку. Василий Васильевич со своей женой, они уехали в Италию, они жили в Риме. А еще одна дочка, она уехала в Белград, в Сербию. Да, а 4 осталось здесь. Но вот Татьяна, которая была замужем за Алексеевым, она осталась здесь. В 19-м году она умирает. Василий Дмитриевич сам, он уехал из этого дома в Перловку. Жил в Перловке, прожил после этого 2 года. Ну и в возрасте 72 лет он умирает. А кто остался, вот эта ветвь, кто хранитель архива, это которая с это Алексеевыми, да? С Алексеевыми и с Августой Васильевной, с Кондрашовыми. Она там была замужем именно за ним. И там есть юная часть. Вы знаете, когда мы открывали эту выставку, сюда приходили внучка Августа Васильевны и ее муж, приходил сын, приходили внуки 10, 7 лет и так далее. Здесь же есть еще одна стена, где мы говорим об увлечениях этой семьи, и в частности вот о их любви к путешествиям. Тут есть фотография о путешествиях. Или же вот мы видим фотографию Василия Васильевича в костюме рынды, когда он сопровождал Николая II на Нижегородской ярмарке. Да, 50-й номер там, да. Здесь те вещи, которые передала Ольга Кирилловна, то, что принадлежало Августе Васильевне или кому-то из членов ее семьи, потому что люди уходили из жизни, и к ней стекались фотографии из разных семей. Таким образом, она является как бы хранителем этих фотографий. Около 200 фотографий все-таки передали сюда, и 70 из них мы вот оцифровали, сделали такую стену, даже 2 стены. Пантеон. Пантеон, можно сказать, да. Сколько каминов всего в доме сейчас? 3. Их было 3, и они сейчас 3, да. Они отделаны абрамцевской майоликой, сохранились камины, и сохранилась вот каменная горка. Раньше эта комната была отделана дубовыми панелями, но вот сейчас нам об этом напоминает только одна панель, которая осталась здесь. Да, только одна панель осталась.
Все остальное, сами сверху были обои, обои под кожу. Но это реставрационные обои. Еще обращают здесь внимание, конечно, вентиляционные решетки, которые, в общем, были прорисованы Львом Николаевичем Кекушевым, как и все остальные детали интерьера этого дома. И отсюда из окна как раз виден, да? Да, я и хотела показать его. Первый пассив Да. большой. Да. И рельеф, и вот этот особняк. Да, вы видите этот холм, на котором располагался первый особняк Василия Дмитриевича. И, собственно говоря, этот вот более низкий, на 5-6 метров он ниже, чем тот холм. Именно там жила вся семья до того, как был построен этот особняк. И именно его передал Василий Дмитриевич своему сыну, а в 1910 году передал даже и фабрику Василию Васильевичу. Это удивительная история, уступить место тому, кто должен занять твое место. Да. Это вообще такое благородство. Невероятно. Да. Построить, отдать дом семьи, самому переехать Да. вниз по холму. Все здесь как-то имеет, мне кажется, какое-то очень символическое значение. И вот можно я возьму в руки? Да. Там не очень Да всё хорошо можно. видно, здесь увеличенная фотография, да, где как раз все зятья. И как они здорово. А кто фотографировал? Я вот без очков сейчас тоже не вижу. Но это кто-то из членов семьи. Поскольку Василий Дмитриевич сам увлекался и техникой, и фотографией, он научил этому своих детей. Девочки все умели фотографировать. Какое выражение лица? Ну, вообще, очень доброе выражение очень лица. Очень доброе. И он видно, что он по-отечески Да. любуется тем, что не только 6 дочерей, один сын, но еще вот эти вот зятья, и они все тоже вторят его улыбке. Это как вы здорово здесь все сделали, что все рассказывает. Я быстро покажу, это учетные книги. Да, но тут ее дальше не раскрывайте. Да. И больничная касса, вот много чего сохранилось. Действительно ощущение, что жизнь и фабричная здесь тоже продолжается. Ну и мы показываем, конечно, как выглядела эта фабрика к 1882 году, когда был утвержден устав торгово-промышленного товарищества «Мануфактур» братьев Носовых. Вот такая большая фабрика. Она производила тонкое сукно. Надо сказать, что она специализировалась на этом. Все привыкли, что тонкое сукно ввозилось из-за границы. Но на самом деле еще со времен Петра I сукно стали производить в России. Но больше всего это, конечно, было развито при Екатерине II. После этого были введены различные послабления, налоговые послабления, для того, чтобы было выгодно производить сукно в России. И наоборот, невыгодно было ввозить сюда. Были такие пошлины введены. Нужно было за каждый сажень сукна платить 1,5 рубля. И поэтому ввозить уже стало невыгодно. Но выгодно стало здесь это производить. На юге России были большие стада овец. Причем овцы были с тонкой шерстью, мериносы. И как я вам уже показывала, один из братьев, он был специалистом по шерсти. И так было в каждом поколении. В каждом поколении один специализировался по шерсти, он ездил на фермерские хозяйства, смотрел, как кормили этих овец. Более 7 миллионов голов овец, мериносов было в России, миллионов голов овец было в России до отмены крепостного права.
поскольку они были в основном, пастбища были их на юге России, в Украине и в Малороссии, в Белгородской губернии. А когда отменили крепостное право, стали в большей степени засевать эти земли пшеницей. Это было выгоднее, и поэтому сокращались пастбища, сокращалось количество голов. Но тем не менее, до революции, до 1917 года Носовы производили только на шерсти мериносов свою ткань. У них было высокое качество ткани, за это они получали медали, там серебряную медаль, малую серебряную, большую серебряную медаль на выставках и в Москве, и в Санкт-Петербурге. И им было разрешено ставить на своих изделиях, вот как знак качества, этот поставщик, да, императорского величества, вот этого орла, они имели возможность. Интересно, есть статистика, сколько голов вот этих мериносовых овец сейчас у нас? Потому что я не знаю какие-то этого. крошечные производства, вот я, кстати, вспомнила. Я знаю, что до революции, поскольку их стало уже все меньше и меньше, то уже к 1917 году что-то около 200 тысяч было голов. Сейчас, наверное, 200. А сейчас не знаю. Почему это так воспринимается, я прошу прощения за такой совсем простой вопрос, почему это так воспринимается, как такая утрата? Да, когда мы видим этот город, завод, и мы понимаем, как это было устроено, и детский сад, и амбулатория, и какая-то театральная студия. Я не идеализирую, не пытаюсь, да, всегда есть люди, которые бросят сейчас в меня камень, но в любом случае это могло и должно было сохраниться, и глядя на эти карты, вот чувство утраты меня, например, не покидает. Вы знаете, когда я читала книжку «100 лет фабрики Объединенный труд», она так стала называться после революции, меня поразила другая вещь, вот просто цифра. До революции на фабрике Носовых производилось 150 сортов тканей. Начиная с 1924 года стали производить 4 сорта ткани. Причем было предписано производить грубое сукно. Но объяснялось это тем, что нет такого потребителя, которому нужно такое разнообразие. А с другой стороны, говорили о том, что приехало большое количество людей из деревень, их надо было одевать, и поэтому стандартизованное производство, оно дает большие объемы. И поэтому было все перестроено. И вот меня это поразило. Знаете, фабрика работает до какого года? До 90-х годов. Начало 90-го года. В 91-м, по-моему, ее закрыли. Да, время 1991 перелома. Потому что всегда спрашиваешь, 91-й, 92-й год, а дальше как будто бы разверзлась вот эта пропасть, куда те остатки рухнули, но мы оптимисты, правда? Да. Но тем более мы сейчас переходим с вами в следующую комнату. Это комната, бывшая спальня, а теперь это выставочный зал, и там именно находится выставка «Промышленность Яузской Москвы». И мы благодарим Лену, конечно, что она нас познакомила, и то есть благодаря Лене мы сегодня, и все, кто будет смотреть, имеют возможность, конечно, не только увидеть, но и послушать из первых рук жизнь этого дома. А приехали мы, конечно, смотреть выставку «Яузская Москва». Это государство в государстве, город в городе. И мы немножко пробежались перед началом. Но самое основное, потому что я так понимаю, что выставка это здесь не первая, и в планах наверняка что-то еще есть. Да, и в планах есть, и в особняке Носовом уже второй год подряд показываем выставки, но вообще издательство в течение всех 20 лет делает выставки на разных площадках, потому что
Нам повезло работать с прекрасными коллекционерами, авторами. И не случайно вообще вот этот нарратив Яузской Москвы, то есть хочется пояснить, что это не просто географическая, да, точка на карте города, а так определил эти места историк Соловьев, поскольку все эти слободы связаны и с историей императорской фамилии, да, поскольку Покровская-Рубцова – это наследная вотчина семьи Романовых, и, собственно говоря, поэтому вот эта Покровская дорога, она так и развивалась, да, и не случайно Петр I оказался в Измайлово, в Преображенском, и не случайно здесь оказалась немецкая слобода, то есть все совпало. Иногда в истории вот эти совпадения, я не буду, конечно, подробно сейчас останавливаться, да, на вот этих вот исторических нарративах, но они задают зачастую векторы развития на столетия, да, и вот их понимать, вот эту многослойность истории, когда одно на другое вот как бусины навязываются, очень важно. И поэтому мы начинаем нашу экспозицию с карты начала 20 века, и если на нее взглянуть, да, вот Москва с ее кольцевой радиальной структурой, и мы видим восток Москвы, да, как огромный такой дополнительный город, да. Ну, как и сейчас, да? И до середины, даже вот где-то еще в 70-е годы многие люди, выбираясь из Преображенского в центр, они говорили, съездим в город, да. Это вот совершенно такой другой свой мир отчасти. И очень интересно его рассматривать, этот мир, под разными вот как бы углами и ракурсами. И опять-таки, если мы обратимся, вот здесь такой уникальный статистический атлас 1890 года представлен, и мы увидим фактически вот по плотности, да, окрасок на карте темно-коричневые пятна, это, да, Хамовники, Пресня и Лефортово, и вот Яузская Москва, да, то, что мы называем Яузской Москвой. 25% в Лефортово здание промышленного назначения. Да? То есть мы понимаем, что каждая четвертая постройка была связана с промышленностью. Когда же появилась в Яузской Москве промышленность? Со времен Алексея Михайловича. Первый стекольный завод Российской империи был открыт в Измайлово. Конечно, он появился как царская забава, и от него осталось не так много предметов. В историческом музее есть, считается, там порядка 4-5 предметов, которые были с этой фабрики. Но удивительно, что через некоторое время, вот после открытия этой фабрики, вроде как для обслуживания двора, на Красной площади появилась лавочка, где начали продавать излишки производства. Вот. То есть, в общем-то, это какой-то 17 век или? Да, это 17 век. А сколько он просуществовал? Потом он был переделан, этот завод, в фабрику для изготовления аптекарской посуды. То есть, в общем-то, он дальше потом продолжил свое существование. Сейчас, конечно, нет. Не да. так, как вот. С фабрикой Алексеевых, да, оптоволоконные заводы считаются как будто бы... Ну, сейчас есть, на самом деле, вот в Яузской Москве фабрики, которые продолжают жить и сегодня. Да, там часть из них, вот, мы будем смотреть, они входят там, в контур Ростеха, например. Да, то есть, в общем-то, нельзя сказать, что мы говорим только о том, чего уже нету. Да. В любом случае, вот весь опыт, да, он накапливается, и он двигает вперед, трансформируется. Остается. Потом мы надеемся, что сегодняшних тоже производителей, может быть, вдохновят какие-то примеры тех, кто, в общем, поднимал российскую промышленность там, в 19 и 20 начале 20 века. Самое время, да, вот поучиться и взять какие-то для себя вот вдохновляющие истории. И вот здесь также мы можем посмотреть на реку Яузу, да, то есть это вторая такая по значимости, можно сказать, московская река, когда она еще была не взята в гранит, очень причудливо петляла, ее русло распределяли только в 30-е годы. Естественно, наличие воды, а в XIX веке сюда еще добавились и вокзалы, железные дороги, да, оно для промышленников было удобно и привлекательно. Да, поэтому получается Яузская Москва из такой вот из района свинцом усадеб, да, вот в Петровское время,
она шагнула активно, да, вот в эту промышленную индустриализацию. Но и Петровское время тоже дало очень много таких вот зачатков, да, промышленности. И прежде всего, конечно, вот здесь мы представляем копию гравюры из книги Синицына о Преображенском, гравюры Янова по рисунку художника Нестерова, да, то есть купец Синицын, загоревшись сделать большое здание, посвященное Преображенскому, он пригласил молодого художника Нестерова, еще не того художника Нестерова, которого мы знаем, а юного студента Строгановской академии, и поручил сделать ему целую серию эскизов. И в этой книге они опубликованы. Что же мы видим на этой гравюре, на этом рисунке? Это верфь в Преображенском. После Азовского похода Петру нужны были корабли. Да, все мы знаем о его заграничных походах. Привезли из Голландии макет корабля, а в Голландии делали по разбираемому макету. Разбирают, в пропорции делают детали, соответственно, больше. И эти все детали были выточены на Яузе, в Преображенском, и уже были перевезены в Воронеж, и в Воронеже собирались. Да, то есть потом это производство стало парусиновой фабрикой, делало ткани для парусов. Это вот на стыке Стромынки и Матросской Тишины. Вот. И, в принципе, сейчас там университет какой-то находится, но на территории, там плохо обследована территория, то есть там предполагают, что фундамент и вот эта основа – это, в общем-то, часть той самой парусиновой фабрики, которая возникла еще при Петре Первом. Вот. Потом все мы знаем, что Яков Велимович Брюс, да, вот, родоначальник, отец русской артиллерии, вот я его называю, он тоже отсюда, из Яузской Москвы, их двор находился в районе Разгуляя, и наверняка он был знаком с таким человеком, как Николас Бауман, да, вот, в общем, человек, который первым начал выпускать артиллерийские орудия в стране, и этот заводик, он тоже находился на Яузе. Это вот если говорить о первых предприятиях Яузской Москвы. Вот. Несколько слов о логике, да, вот нашей выставки, потому что, конечно, палитра предприятий была самая широкая, и они были представлены из разных отраслей, поэтому мы такими большими блоками решили показать предприятия вот, металлообработки и машиностроения. И я расскажу об самых, наверное, таких ярких и интересных предприятиях. Предприятия пищевой промышленности и, конечно же, текстильной, да, потому что в этом году 195 лет фабрики Носова, поэтому вот отдельный блок у нас получился текстильных предприятий. Из предприятий металлообработки, наверное, все знают большой советский гигант «Серп и молот». Но мало кто знает, что это московский металлический завод. Вот в витрине представлен, например, жетон рабочего. Да, у каждого рабочего был номерной жетон. Вот, каталог изделий товарищества металлического завода, векселя, пай. Что такое пай? Да? Это закрытое акционерное общество. То есть в этом обществе только свои. Кто же создатели этого завода? Гужон и Мюсси. Да? Гужон – обладатель первых водительских прав в Москве. То есть очень человек такой модный. Мюсси – основатель Сокольнического общества лыжного спорта. То есть у людей еще находилось время на какие-то очень такие изысканные, да, хобби. Они задавали тоже вот тренды и в других областях. Да. Вот это, мне кажется, вот понимание, да, и анализ тоже очень важно. Как бы вот анализировать и понимать. И все мы знаем, что «Серп и молот» просуществовал все советское время. И это было очень серьезное такое, очень серьезное предприятие. Очень милый, да, вот джентльмен в шляпе и очках. Это нас смотрит с вами Анри Ситроен. Анри Цитрон, вот почему Цитроен, да, потому что у него голландские корни фамилии. И первое его предприятие было в Яузской Москве.
Он производил шестерни. Вообще он был из семьи ювелира, но поскольку вот активное развитие инженерной мысли, да, то есть вот он рос в период появления каких-то совершенно там фантастических научных открытий и очень увлекся, да, вот научными разработками, увидел, понял, что в шестернях вот такой елочкой зубцы, которые крутят, да, вот эти шестеренки, вот видите, они какие гигантские, просто огромного размера, для тяжелой промышленности они, в общем-то, делали. Вот, стал разрабатывать, и первый, кому их показал, это был французский атташе Российской империи Яковлев. Вот, он очень как бы загорелся открыть такое производство Москвы, ему предоставили по льготной цене за аренду землю, и вообще, поскольку это были все государевы земли, то в аренду здесь выгодно было брать в этом районе. Поэтому это тоже подстегивало, да, промышленников, потому что промышленное производство, все мы понимаем, это не маленькая территория, то есть нужно из кустарной мастерской шагнуть на вот большие территории, большие затраты. Да? И когда у тебя при этом за аренду ты платишь все-таки какие-то более-менее понятные, более привлекательные деньги, естественно, это такой важный тоже фактор. Нельзя было купить эту землю, да, потому что она принадлежала государству. То есть человеку принадлежали только строения на этой земле, а земля все равно оставалась у государства. Это тоже такой вот важный момент. И Яковлев пригласил Ситроена сюда, в Москву. Он открыл этот завод, он пользовался очень большим спросом, были большие крупные заказы. Ну, понятно, что с революцией все это закончилось, он уехал и открыл завод «Ситроен». А так, может быть, машины «Ситроен» производились у нас, кто знает. Интересное предприятие, тоже мы уже второй год показываем, например, говорим об этой фабрике, фабрика «Швабе», выпускавшая оптику, и оптика была просто невероятной точности, до 2 микрон, да, то есть это точность человеческого волоса. Бинокль театральный прекрасно работает. У нас даже в прошлом году, когда мы говорили о театре, да, потому что первые театры тоже появились в Яузской Москве, у Алексея Михайловича первый театр здесь. У нас даже была встреча бинокля с подлинным футляром. Да, да, футляр хранится в особняке Носова, а мы принесли подлинный бинокль. И у нас они встретились на концерте, посвященном как раз музыке Яузской Москвы, потому что у нас специальный музыковед подбирал произведения, которые исполнялись вот в тех или иных локациях. Но это такая отдельная дополнительная тема, которая пересекается. Меня, например, просто потряс каталог вот этих вот дезинфекционных камер. Потому что мало того, что он сам по себе художественно сделан, да, то есть вот эти сооружения, конструкции, периодически гигантские, размером с железнодорожный вагон для железной дороги они делали. То есть, очевидно, к поезду могли прицепить вот этот вагон, где можно было стирать белье, его же дезинфицировать, да. Ну и плюс все картинки для каталога сделаны очень хорошими гравюрами, то есть их прям удовольствие рассматривать. И концерн Швабе, он стал в советское время предприятием геофизика, и сейчас как раз он входит в контур Ростеха, то есть он продолжает свою деятельность и также делает оптику. Да, то есть это одно из редких предприятий, которое сохранилось и продолжает свои славные традиции. Конечно, обращается на себя сразу внимание, вот этот предмет, это прекрасная икона Спасителя. Это икона, выпущенная фабрикой Бонакер. Многие знают жестяные коробочки фабрики Бонакер, и, собственно говоря, эта фабрика, она и была основана как производитель упаковки, вот, но затем вот создатель фабрики задумался, что можно делать икону на жести, потому что были бумажные или рукописные на дереве. Как мы понимаем, одно очень дешево,
другое очень дорого. А вот это среднее звено, оно было совершенно пустым. Естественно, он получил разрешение в Синоде, да, то есть все было очень канонично. И по торцу иконы, вот мы специально прям приводим эту надпись, да, вот в торце надпись «Одобрена цензурою», указана фамилия, вот цензор протоиерей Александр Смирнов, контора «Эскалат», где находилась около церкви Василия Блаженной, фабрика на Семеновской заставе, собственный дом. Вот, по торцу иконы это все, значит, пропечатано. И, конечно, вы можете оценить вот высокое качество печати на жести, сложное многоуровневое тиснение, выемчатая эмаль. И при этом вот люди очень полюбили, да, эту фабрику. Эти иконы стали невероятно популярны, но некоторым все равно это не давало покоя. И историк искусства Кондаков возглавил, значит, целую кампанию против этих жестяных икон, засыпал всех жалобами, значит, что это портит вкус, хотя эскизы заказывались палехским и мстерским мастерам, да, то есть, в общем-то, сказать, что это как-то плохо исполнено, в общем-то, у меня лично язык не поворачивается. И при этом это, ну, такой еще среднего уровня образец. Это не вот, были больше, более сложные иконы, были попроще. Это действительно стало такой народной иконой. И Чехов писал, да, вот когда началась эта кампания: вы закроете Банакера, но Палих и Мстера уже не воскреснут. Вот, то есть Чехов пытался их защитить, но, к сожалению, скажем так, запретительная риторика победила, вот, и фабрика перестала выпускать иконы, но коробочки их прекрасные продолжали свое существование. И как раз вот в разделе пищевых производств, да, мы на них сможем посмотреть. Вот в центре у нас, на мой взгляд, висит совершенно уникальный предмет. Такой вот. раритет, да. На мой взгляд, просто художественное произведение, поэтому мы решили его повесить и по центру, и в такой раме. А, собственно говоря, это крышка от ящика, в котором транспортировался чай. И тем не менее она оклеена, то есть мы понимаем, что заказывался художнику, да, какой-то сюжет, который, ну, в общем-то, должен был существовать только на время перевозки. Но счастье, что вот есть люди, которые сохраняют такие предметы, мы можем на них полюбоваться и оценить. Вообще, я считаю, что вот на рубеже веков все промышленники, они были гениями маркетинга, да, и можно ходить, изучать часами, смотреть то, как они придумывали, какие ходы, да, для того, чтобы человеку, который купил этот продукт, было просто красиво, приятно, да, вот взять его в руки, открыть эту коробочку, да, вот здесь у нас как раз представлены, значит, упаковки и вкладыши, да, это компания Высоцкий и Гоц, абрикосовый, чай «Караван». Это чайразвесочная фабрика №1, которая в советское время выпускала чай со слоном, но он уж был у всех, да. Вот Высоцкий, тоже мы видим, что это пай, это закрытое акционерное общество. Фабрику Высоцким строил архитектор Клейн, а выполняла ее контора Якоби, да. Вот внизу лежит их строительный каталог. Это уже они находились в Яузской Москве. То есть, понимаете, кто-то очень метко пошутил: в Яузской Москве тебя и родят, и дадут образование, и выучат, и работу дадут, и похоронят. То есть все замкнутый цикл жизни, в общем-то. Потому что образовательные учреждения, и многие из них тоже сохраняют свою функцию. А от фабрики Высоцких
Она осталась, это на Красносельской Это сейчас. Красносельская, Да, на Я Красно... думаю, что, может быть, здесь тоже было что-то. Ну, там же не как фабрика, а офисные офисные. центры, но, тем не менее, сами здания, они отреставрированы, и мы видим, насколько вообще это стильная архитектура, и она совершенно соразмерна современному городу, и пригодна для использования. Сохранялась, Пускай конечно. там будут жилые какие-то квартиры, пусть там будут какие-то офисы, но пускать это под бульдозер и ставить на этом месте, да, что-то безликое и абсолютно сиюминутное, это, конечно, удивительно. Такие примеры Это жалко. К сожалению, да, такие примеры существуют. Несколько лет назад как раз вот был снесен просто прекрасный объем черезвесочной фабрики Высоцких. Да. Вот, и не смогли, да, вот, спасти. При том, что сама фирма Высоцких жива. Если вы приезжаете в Израиль, меня совершенно потрясло, заходишь в супермаркет как турист, купить там соли и еще что-то, и главный чай Высоцкий, у них теперь эмблема, латинская буква W. Вот. Это, конечно, тоже приятно, что сохранилось. У них интересная тоже. Интересный чай до революции, они же даже персидскому шаху ко двору поставляли чай, то есть это очень высокого уровня продукт был, да, то есть еще люди не просто думали о масштабировании, да, своего производства, а о качестве забота была, конечно, безусловно. Это пример такой, в общем, сегодняшним такое будет иностранное слово имидж, да, он складывался, все это показывать, не было неважных деталей. Да, если уже что-то делать, мы сегодня вспомним, если Красный Октябрь Эйнема, вот эти банки. Конечно, вы посмотрите, вот эти вкладыши, да, 3D, это же 3D потом просто, были да, же вот целые эти прекрасные. серии, которые побуждали тебя начать коллекционировать, конечно. Я очень прошу прощения, я совсем не критик того, что происходит сейчас, но я тоже большой любитель этих железных банок, у меня небольшая коллекция есть разных. Но я купила 2 года назад баночку Эйнема современную, знаете, они сделали вот одну, которую они сделали в 2012 году с портретом Михаила Федоровича Романова, она хороша, а вот эти современные я же ношу на экскурсии и угощаю этими, потому что мне кажется, людям очень важно не просто что-то материальное, понюхать, как бы говорили, как конфеты, но и попробовать. Я хочу сказать, что буквально 1 сезон эти современные банки... все рассыпаются. Нет, она просто настолько, вот этот металл, настолько она вся поцарапанная. И я ее уже убрала в какой-то свой музей, увезла на дачу, думаю, пусть лежит там. Она, конечно, совершенно непригодна для того, чтобы в нее складывали пуговицы. Меня до слез потряс экспонат в виде аквариума. С пуговицами. Сейчас мы дойдем до пуговиц, потому что, конечно, нельзя несколько слов не сказать о Леонарде Динге, да, поскольку это человек, который ввел моду на макароны в Москве. Я думаю, что многие вспомнят советские макароны «Экстра М». Фабрика до недавнего времени тоже их выпускала. Но помимо макаронов они выпускали прекрасные печенья, да, это все было вот в таких стильных коробочках, и это все фабрика Банакера, да, то есть вы понимаете, как все вот так вот пересекаются, одни с другими дружат. И были, естественно, у Банакера серийные коробочки, да, которые можно было просто свой бренд там вот напечатать, как и сейчас. Но Динг очень любил заказывать индивидуальный дизайн, формат, разработку, там, замочки. Но его коробочки ни с чем не перепутаешь, у него совершенно конечно, свой стиль. да, Сразу да. Ты смотришь издалека, да, ты понимаешь, что они какие-то то ли туистские, он пытался уйти в народный немножко. В народ, да, конечно, такой. Конечно. И, конечно, очень стильный особняк конторы, да, в стиле югенстиля. Это просто заглядение на 2-й Рыбинской улице. Счастье, что сохранился, да, то есть можно прийти полюбоваться. Конечно, нельзя не сказать несколько слов о мукомольном короле России. Это Антон Максимович Эрлангер. Вот. Он не просто открыл усовершенствованное мукомольное производство, но и открыл школу мукомолов, которая находилась прямо напротив фабрики, вот бесплатно там, значит, обучал, то есть за кадры все боролись. Выпускал журнал «Мукомол».
Вот здесь у нас тоже возник разговор, да, тут можно и о личностях поговорить, и о технических инновациях, какая на фабрике была безопасность, потому что мука очень взрывоопасная субстанция, поэтому техника безопасности была просто безупречной. И многие знают о удивительной, совершенно красивой часовне Эрлангеров на Введенском кладбище, для которой мозаики сделаны по эскизам Петрова-Водкина. Вот здесь как раз у нас незаполненная даже смета мукомольного производства. Вот на бланке всегда можно посмотреть, как красиво, да, вот старались построить здание конторы. Тому, как выглядит их производство, уделялось вообще очень большое внимание. Да. Естественно, они ввели моду, да, то есть у них заказывали и оборудование для элеваторов по всей стране. Мы еще, знаете, такое сделали социологическое наблюдение, когда собирали выставку. То есть русские купцы в основном шли в такой вот сегмент потребительского рынка, да, а вот иностранные промышленники... В основном старообрядцами. Да, вот, и я как раз хотела сказать, что по социальному, да, вот как бы тоже принадлежности можно разделить на таких 3 блока промышленников. 1/3 – это иностранцы, 1/3 – это старообрядцы, и 1/3 уже просто как бы вот такие просто русские купцы, да. И вот если иностранцы, они не боялись идти в тяжелую промышленность, да, то есть то, что требует как бы больших инвестиций, ты кустарно не можешь открыть завод по производству шестерней, да. Это будет в любом случае большой объем, много земли, большие здания, серьезные станки. И, конечно, работа какая-то с госзаказом, да, потому что там кому нужна такого размера, шестерня, домой точно не унесешь. Вот. А с потребительским рынком, конечно, проще работать, быстрее обороты, и поэтому вообще старообрядчики и вот русские купцы, вот они как бы больше в этом сегменте работали. Вот тут мы можем увидеть уникальную совершенно коллекцию значков, которую нам предоставил как раз Андрей Викторович Леднев. И таким образом мы соединили все предприятия, о которых рассказываем, сделали мостик в советское время, потому что здесь целый каталог у нас сложился, где перечень, да, всех предприятий, как они назывались до революции, и их адреса. Мне кажется, это отдельное такое вот развлечение, его подробно почитать, посмотреть и очень соединить интересно между собой. То есть это такая была тоже к выставке. Электрозавода, да. Такой значительный значок. Ой, не знаю, душераздирающая вот эта вот часть экспозиции. Потому правда? что много видно, что много текстильных да, предприятий, там даже мужская мода. А 9-е? Вот. А 9-е – это у нас Тишинско-сокольническая фабрика, 7-й годовщина октября, Треста, мост, трикотаж. Какой красивый значок, вот. Сам по себе. Очень красивый, да. Вот, ну, вот это вот Тишинско-сокольническая, это невыговариваемо. Фирменный магазин «Большевичка». 6. Конечно. А «Большевичка» это кто? Вот она советская, нет, она 29-я, ну, больше 29-го я года. Помню, что меня не потому что да, здесь вот они соединены, тут и год основания указан, и адрес, поэтому можно, в общем, поразвлекаться. Вот, ну, все знают сейчас прекрасное арт-пространство винзавода. Ну, мало кто знает, что до революции это был пивоваренный завод «Московская Бавария». И здесь на выставке у нас представлены бланки заказа. В принципе, это такой вот маркетплейс того времени фактически. Вы отправили открыточку, они, очевидно, рассылали как бы вот людям бланки заказов, и вы утром могли отправить заказ, вечером вам к столу уже привозили то, что вы выбрали.
Вот. В общем, удобно, мне кажется. Здесь у нас этикетки уже советского времени представлены. Многие вспоминают, пытаются вспомнить вкус фруктового вина. Все, что не пошло на другие продукты, видно, шло в это фруктовое вино. Конечно, уникальная совершенно история. Это с пуговичной фабрикой Ротталлера. Вот вы, Маша, уже обратили внимание на этот прекрасный аквариум с пуговицами. И это один из наших партнеров в выставке. Как раз фабрика имени Балакирева, она называлась в советское время. Конечно, это фамилия рабочего, который там в 1905 году возглавил там, какую-то стачку. Вот, поэтому в советское время фабрике присвоили это имя, а до революции она уже, я сказала, называлась фабрика Бено Ротталлера. И любопытно, что материалом для пуговиц служило кокосовое волокно. И по торцу, вот здесь мы видим такую тоже гравюру с макета фабрики, это тоже целый городок, да, как вы говорили, что каждая фабрика – это целый город. И по торцу мы видим фабрика, склад кокосовых пуговиц. Мне кажется, это уже одно это название такое привлекательное, совершенно фантастическое. Вот. И поскольку фабрика, к сожалению, попала вот в эту программу КРТ, она уже приговорена к сносу. Но она еще стоит, да? Но она еще стоит, на нее можно посмотреть, вот, полюбоваться. И это архив, да? Да, и вот мы располагаем такой возможностью уникально рассмотреть фабричный архив, который, в общем-то, существовал на всех предприятиях. То есть мы понимаем, да, что это где-то типологическая такая история, которую мы тоже имеем возможность, что на предприятиях были и спортивное общество, и часто какой-то свой театр, много кружков, и вообще вот эта бережность у каждого предприятия. Нам доводилось несколько раз делать книжки, посвященные отдельным московским заводам, и каждый раз у меня был полный восторг, как бережно внутри самих предприятий сохранена история зачастую, да, то есть и дореволюционная, и советская, да, и это всегда такая концентрация энергии, мысли, желание сделать что-то новое, интересное, хорошее. И, конечно, вот как-то публиковать, популяризировать эти истории очень важно. Вот. И тут мы видим карточки отдела кадров людей, уволенных в 1936 году. Очень любопытная фотография, она у нас не влезла в витрину, но я ее принесла специально для съемки. Вы видите, одно лицо замазано, да, то есть, очевидно, этот человек, вот с ним какая-то приключилась трагическая история, потому что все мы знаем вот эти серии фотографий, когда с фотографии исчезали отдельные персонажи, да, то есть и видно, из альбома не стали выдирать, а вот таким образом вот расправились. И несколько альбомов, которые прям можно полистать, с пуговицами, все как бы этапы производства, да, то есть какие станки были. Очень смешные, значит, вот смотрите, цех разборки, виды брака, сырьевой, да, сучки, плешивый, косой, да, вот, чтобы никаких вообще дефектов не было. Или вот альбом, например, рационализаторских предложений, да, то есть как оптимизировать. Был же, сейчас, Лен, был же художник, да, который вот это все. Художник, да, в то есть единственном экземпляре. Конечно, да, и стоимость оборудования, да, и экономический эффект, то есть все просчитано. Вот, и сколько стоит просверлить там 1000 пуговиц, и сотрудники там 1000 пуговиц просверлить 3 копейки, например. Вот, есть расценки. Субботник. В общем, такая внутренняя жизнь предприятия. Вот благодаря этим альбомам
тем же детям, да, вот сегодня ну, не просто, мне кажется, Рассказать, как было объяснить. Лен, ну вот эти фабрики, которые сносятся, архивы, они сохраняются? Ну, я знаю несколько примеров, да, сейчас, которые фабрики вот, там, переделываются в жилые комплексы. А там прям целые примеры. Здания, Ну, которые, вот видите, 1000 штук, 22 копейки. Полировка пуговиц в деревянных барабанах. Стоимость за 1000 штук 2 копейки. То есть вот подумать, что стоит 2 копейки. Вот. Это, конечно, советского времени, да, вот пуговицы, но разнообразие, в общем-то, очень, да, приличные, интересные, хорошие пуговицы. А я еще все время думаю, какое было качество вещей, что у нас у всех была такая коробка с пуговицами. Вот у меня сейчас, у меня сейчас эта коробка есть у мамы и на даче. А дома качество вещей таково, что ты уже, как сказать, скорее вещь придет в упадок, чем придет упадок, да, вот эта пуговица. Очень интересно. Вот. И плакатики, конечно, по технике безопасности тоже же заказывались какому-то художнику, да. Вспомним Ильфа и Петрова. Потрясающе. Ну вот из дверей распашных мы можем зайти в столовую, в которой собиралась семья Носовых. В 1903 году в основном были дочери замужем, сын женат, и оставалась одна последняя дочка Августа Васильевна. В этом помещении они как раз собирались всей большой семьей. Первый этаж – это был этаж мужской, но это была общая комната, и поэтому здесь ставили елку, если это было Рождество, либо здесь праздновали Масленицу. Здесь же подавались горячительные напитки, те, которые предпочитал сам хозяин, сам выбирал их. И он же здесь устраивал такие замечательные обеды, здесь подавались различные кушания, и в том числе маринованные рыбьи хрящи, которые были любимым блюдом самого хозяина. Здесь сохранились буфеты. Мы видим, что буфеты встроенные, они остались с того времени. И они с одинаковой фурнитурой, да? Абсолютно. Это вот те буфеты, которые были в этом помещении. Да. Это это мрамор. Буфет, да, мрамор для подачи блюд. Да, чтобы можно было поставить. И посуда, которая передана тоже наследникам. Да, потомками, потомками тех, наследниками, ведь я говорю, извините. Я знаю, мы тоже так часто говорим. Потомками. Еще я хотела обратить внимание, что посуда-то битая. Да. Но мы из этой посуды не подаем, поэтому просто как факт самого присутствия этих вещей в этом доме само по себе очень ценно. Ну и, конечно, обращает наше внимание этот замечательный камин. Камин, отделанный абрамцевской майоликой, майоликовые изразцы. По свидетельству Марии Владимировны Нащекиной, она считает, что они сделаны по рисункам Михаила Врубеля. По крайней мере, такие же изразцы мы видим в других местах. Вот, например, на фризе особняка Якунчиковой. Из столовой мы переходим с вами на второй этаж, вот по хозяйской лестнице. Представляете, когда были открыты те двери, человек входил, видел это зеркало, и казалось, что это помещение, в общем-то, очень небольшое, оно громадным. Поскольку была такая перспектива открывалась. Ну и, конечно, это прекрасная лестница, которая говорит о том, что дом построен в стиле модерн. Гением, да. А потом еще мы с вами вспомним о том, что
здания в стиле модерн строились асимметрично. Если мы правой стороной шли, там было у нас с вами больше пространства, с левой стороны, там, где находились подсобные помещения и где размещалась мужская прислуга, там меньше. Строился всегда какой-то, выбирался один элемент. В данном случае это была лестница. И эта лестница как раз ведет нас в царство Августы Васильевны. Посмотрите, какие удобные ступени, широкие, очень низкие, такие, по которым приятно идти и совершенно не устают ноги. Здесь мы видим еще на площадке гобелен, который был подарен хозяином его жене Августе Дмитриевне, и привезен он был из какой-то заграничной поездки. Да, люстра сохранилась всего одна. Вот это, да? Да, та, которая вот напротив этого замечательного окна. Кстати, это окно является загадкой архитектора. Если вы выйдете наружу, вы попытаетесь найти это окно, оно теряется, поскольку окна все вообще в этом особняке, ну, как и часто бывает в особняках в стиле модерн, они расположены на разной высоте, они разного размера, и поэтому они кажутся вот такими пляшущими окнами. А это вы попробуете найти с другой стороны. Но только что, если вот наш мастер вам подскажет. Можно я позволю себе такую роскошь и поверну ключ на Пожалуйста. Это, потому что эта комната меня совершенно пленила. Но весь дом, но вот это то, что появилось совсем недавно. И это такой восторг, что нужно нам обязательно сюда зайти. Это внутри библиотеки. Еще маленькая библиотека, кабинет. Кабинет, который мы назвали библиотека модерна. Именно здесь мы собираем книги по архитектуре Серебряного века, живописи. Невероятно. И можно брать книжку. Да. Естественно, вы можете взять книгу. Берем книгу Кекушева, можем включить музыку, правильно я Да, понимаю? все правильно. Или можем, как и принято в библиотеке, чинно устроиться за таким невероятно уместным столиком. Вот, и с пользой и приятно провести время. Вы можете и взять книгу, а можете принести свой ноутбук и попытаться поработать здесь. Я думаю, что многие люди, которые сюда приходят, они пишут свои собственные произведения для того, чтобы здесь вдохновиться, с одной стороны, а с другой стороны, просто в такой уютной атмосфере остаться самому собой. И потом в предисловии книги написать, что я над ней работал в библиотеке модерна, в особняке Носова. Да? Сколько за этим всего стоит. Итак, мы с вами входим в царство Августы Васильевны Носовой, хозяйки второго этажа этого особняка. Собственно, для нее и делал Василий Дмитриевич этот особняк, для того, чтобы оставить его потом в наследство ей. На плане Льва Николаевича Кекушева называется это гостиная дочери с выходом на балкон. Напротив мы могли бы видеть яузу, и, наверное, на этом балконе любили пить кофе или чай. А еще здесь представлены вещи, те, которые сохранили потомки Августы Васильевны. Это был будуар Августы Васильевны, и здесь представлены как фотографии Августы Васильевны, членов ее семьи, и здесь же мы видим подлинные предметы, это удостоверение Августы Васильевны и ее мужа о службе их в санитарном поезде в Первую мировую войну. Она закончила курсы русских врачей, а потом работала в госпитале, а потом была в санитарном поезде. Здесь вот мы видим массу фотографий, которые были предложены нам потомками Василия Дмитриевича.
его дочери любили фотографировать, и поэтому осталось так много фотографий. Это работа Тани Носовой в возрасте 9 лет. Еще я хотела бы показать несколько подлинных вещей из этого дома. Вот, в частности, эта машинка принадлежала Татьяне Васильевне и была передана ее внучкой нам сюда. Причем сейчас она стоит как на постаменте на ножной машинке Зингера. На самом деле это вот другая, настоящая их семейная машинка, которая помогала им выживать в трудные годы гражданской войны, и вынесенная среди немногих вещей их служанкой. Дело в том, что им разрешили вынести то, что они могут унести в руках, а служанке, как трудовому элементу, разрешили вынести все, что она пожелает. Вот, в частности, таким образом была сохранена посуда, сохранено семейное серебро, были сохранены там постельные принадлежности и так далее. И вот там в углу как раз мы видим платье, свадебное платье свекрови Августы Васильевны. Это настоящее платье, поэтому можно на него посмотреть, из какого материала сделано и по какому фасону шито было. Эта фотография была сделана у окна, просто стол стоял по-другому. А тут стоит Августа Васильевна в проеме этой двери, мы хорошо видим этот камин, каминную горку, саму дверь. Все как было, так и осталось. Ну и, конечно, нас встречают фотографии родителей Августа Васильевны, Василия Дмитриевича и Августы Дмитриевны. Вообще имя Августа перешло во многих поколениях, практически во всех. Это имя у девочек встречается. Спасибо вам огромное. Это какое-то удивительное, чудесное открытие. Спасибо Лене, которая нас с Марусей организовала. И мы все-таки зашли в этот дом, и мы, конечно, этим восторгом, этой новой любовью, потому что, конечно, я буду следить теперь за вашим расписанием, за вашей афишей. Ну, совершенно живой дом. Я думаю, что и заказчик, и архитектор, можно я скажу, были бы очень сегодняшним днем довольны, учитывая тот исторический контекст и те перипетии, которые пережил наш любимый город. Спасибо вам огромное. Приезжайте в особняк Носова, и, хотел сказать, он поменяет вашу жизнь, но точно дополнит ее, и хочется верить, сделает ее лучше. Удивительный дом. Спасибо. Благодарим вас, Валентина Васильевна, от всей души за экскурсию, и за любовь, и за то, что в этот дом можно прийти. Главное, желаем, чтобы так это и продолжалось, чтобы библиотека здесь жила. Это вот главный вывод из всего, что мы здесь увидели. Редкая возможность. Спасибо. Но сама библиотека находится в цокольном этаже, мы ее не видели. Мы же знаем, что она здесь, да. И побудительный мотив, это, конечно, вокруг которого живет дом, это, конечно, библиотека, но и все прочее. Да. Почти идеальная модель, да, вот использование памятника архитектуры.
памятник архитектуры, когда и библиотека, и выставки, и лекции, и действительно живой дом – это то, чего нам так не хватает. Спасибо. Спасибо вам. Так, теперь проходите сюда, только голову берегите. И тоже